Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня уделим внимание 13 декабря. Поделимся самой актуальной информацией на этот день. Обращаем ваше внимание, что 13 декабря волшебный день, когда вы можете заглянуть в свое будущее. Как это сделать, какие практики, что можно, что нельзя делать в этот день. Мы поговорим об этом далее в этом видео. И, конечно же, как всегда, по традиции уделим внимание и лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, начинаем с народного календаря на 13 декабря. 13 декабря отмечается народный праздник Андреев день. В этот день верующие православной церкви чтут память святого Андрея Первозванного. Другие названия праздника: Андрей Первозванный, Андрей Осенний или Андрей Зимний. 13 декабря отмечается день Андрея Первозванного. Это был один из учеников Христа. Он был свидетелем воскрешения Господнего и вознесения Его. Назван он первозванным, поскольку именно он был первым среди учеников Иисуса, призванным Господу. Когда ученики Иисуса бросали жребий, кому и где проповедовать христианство, Андрею выпали славянские земли. И, как гласит предание, Андрей Первозванный был распят на кресте, имевшим иксообразную косую форму, и который впоследствии был назван Андреевским крестом. Этот день в славянском календаре назван как Андреев день, и название произошло от имени апостола Андрея Первозванного. По народному календарю 13 декабря отмечают Андреев день, а вот накануне этого праздника с 12 на 13 декабря приходит ночь на Андрея, которая считается тем временем, когда незамужние девушки и неженатые парни обязательно должны гадать на любовь и на своих суженых, поскольку этот праздник наполнен магией высших сил. Традиционно в этот день, 13 декабря, девушки выпекали калиту, такой круглый корж с отверстием посередине. Делали они из светлого теста, при этом в этот момент думая о своем возлюбленном. В нее добавляли высушенные ягоды и мед. В дырочку протягивали ленточку, за которую вечером и подвешивали к потолку. А с наступлением сумерек вся молодежь собиралась в одном доме, где девушки распевали песенки, а парни старались откусить от этого хлеба кусочек. Конечно, как и в любой другой народный праздник, в Андреев день женщины и девушки проводили гадания, различные проводили ритуалы, обряды. А вот рожденные 13 декабря считались многогранными личностями, полные энергии и решительности. У таких людей имеется высокая тяга к самопознанию и к изучению окружающего мира. Они не любят рисковать и никогда не пойдут на отчаянную авантюру. Эти личности отличаются целеустремленностью, а в качестве талисмана стоит использовать лазурит или карниол. Эти материалы помогут привлечь в жизнь любовь или наладить отношения со своей второй половинкой, а также станут отличным оберегом для бизнеса. Конечно же, 13 декабря наши предки знали и о особых запретах, которые нужно было выполнять в этот день. И наши предки верили в одну народную примету, что 13 декабря в праздник Андрея Первозванного нельзя было рукодельничать и выполнять тяжелую домашнюю работу. Однако сидеть без дела тоже не стоило, поскольку святой считался, что может наказать бездельников разными неприятностями.
Сегодняшний день надо посвятить приготовлению вкусных блюд из рыбы, супов, каш на растительном масле, поскольку жирная пища в этот день находится под особым запретом. Помните о том, что у нас идет с вами рождественский пост. Вечером 13 декабря все должны были сесть за стол, обязательно поблагодарить хозяйку и пожелав ей удачи, счастья и здоровья. После она тоже всем должна сказать добрые слова и пожелания. И только после этого, 13-го, можно приступать к приему пищи. Считается, что если в Андреев день соблюсти этот простой ритуал, то вы можете привлечь в свой дом благополучие, достаток и уют. 13 декабря нельзя было приступать к гаданию без предварительной подготовки, поскольку народные приметы говорят нам о том, что тогда и гадания, и предсказания будут неверными. Наши предки в праздник Андрея Первозванного проводили сугубо женские гадания. Девушки и женщины накануне не ели ничего мясного и растительного. Разрешалось употреблять в пищу только хлеб с водой. Гадать 13 декабря поодиночке не следует. Чем больше гадальщик, тем мощнее их сила, а значит более точнее предсказания. Запрещено в Андреев день было ругаться с моряками и рыбаками, поскольку святой, являясь покровителем этих профессий, может наслать на обидчика проблемы со здоровьем и финансами, а также внести негативные коррективы в отношения с начальством, с коллегами и друзьями. А чтобы этого не произошло, 13 декабря надо не только не ссориться с рыбаками и моряками, но и постараться им во всем потакать. Родственникам же моряков праздник Андрея Первозванного и вовсе рекомендуется заказать им молебен в церкви. Нельзя было 13 декабря допускать конфликты между супругами, поскольку по народным приметам они могут затянуться на долгое время. А вот если влюбленные поругаются в Андреев день, это наоборот к новому позитивному этапу в развитии их отношений. Также 13 декабря не рекомендуется шить, вязать и вообще брать в руки острые предметы, так как наши предки считали, что так можно повредить свою судьбу. Ни в коем случае 13 декабря нельзя спорить и вообще вести себя агрессивно. Чем более доброжелательным будет ваше общение, тем более удачным окажется завершение года. И очень важно 13 декабря полностью отказаться от алкоголя и излишек в еде. В противном случае вы не избежите проблем со здоровьем. Также 13 декабря по народным приметам не пытайтесь изменить свой внешний вид или судьбу. Походы в парикмахерскую 13 декабря могут окончиться плачевно. Вот такой, друзья, у нас с вами день 13 декабря, понедельник, по народным приметам. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 13 декабря 2021 года. По лунному календарю у нас сегодня с вами ожидает 9 и 10 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Овен. Сегодня, обращаем ваше внимание, не стоит опасаться, но вплотную к нам приблизился один из самых неблагоприятных дней в этом лунном цикле. Дело в том, что он связан с периодом обольщений, иллюзий, обманов, искушений и даже отравлений. И именно этот день, 13 декабря, будет сложен еще тем, что человек все еще переживает вот те трансформации, которые произошли с ним накануне. Поэтому даже трудно помириться с новым положением вещей и своими новыми взглядами. Сомнения делают любого уязвимым в этот день, так что рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными с непроверенными связями и недоброжелателями, которые могут нанести удар в самое больное и незащищенное место. Не привыкнув к новой ситуации, вы можете легко поверить в обман, попасть в сеть иллюзий. Эти заблуждения впоследствии самым отрицательным образом смогут сказаться и на карьере обманутого человека, и на его здоровье, и даже на личной жизни.
Внешний мир сегодня будет говорить о каких-то плохих новостях, о различных искушениях и не самыми положительными эмоциями. Раздражаясь на эти все волнения по малейшему поводу, можно проявить себя в этот день не с самой лучшей стороны. Если заранее настраивать себя сегодня на полосу неудач, день таким и получится. Просто будьте настороже, контролируйте эмоции и не допускайте плохих мыслей. Только так можно спастись от негатива этого дня. Внимательный, детальный анализ всего, что будет сегодня происходить, поможет уберечь от враждебной энергии и избежать неверных решений. Если все-таки не удалось избежать неприятностей, и тогда, знаете, отчаяние и злость – это плохие попутчики. Поэтому принимайте все произошедшее максимально спокойно, помня о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Любая ошибка – это бесценный приобретенный опыт, который послужит вам неплохую службу в будущем. Обязательно исправьте тот негатив, который случился. Это позволит проявить вам с лучшей стороны себя. И в этот день Луна благотворно будет влиять на реализацию всего, что связано с выживанием, и позволять в большей степени раскрыться заложенным в каждом человеке качеством. Помогает управлять материей при смене физического тела. Возможно, используя подсказки ритмов из космоса в своей жизни, вы сможете раскрыть свой внутренний потенциал. Когда Луна находится в знаке зодиака Овен, происходит увеличение физической и психической активности, возникает желание быть первым. Азарт возрастает, происходят изменения и в умственных способностях, проявляется творчество, оригинальность, смелость и агрессивность. В это время хочется заниматься чем-то необычным, а не рутиной. По отношению к коллегам начинает появляться энтузиазм и азарт, желание много путешествовать, и этим стоит воспользоваться. Лихие водители и отчаянные пешеходы, которых в этих дни на наших дорогах великое множество, значительно усложняют ситуацию. А человек, который находится в алкогольном опьянении, ведет себя неадекватно, задирает, ссоры часто заканчиваются драками. Коллеги начинают то одно дело, то другое, и им все быстро надоедает. В офисе сегодня будет сложно усидеть на одном месте, хочется все время двигаться. Что касается начальства, то его поведение становится эмоциональным и импульсивным. Он принимает решения спонтанно, не думая о других. И знаете, как рубит шашкой то налево, то направо. И возникает большая вероятность того, что можно попасть под его горячую руку. Обращаем ваше внимание, что сегодня могут приходить и дурные вести, поэтому постарайтесь не реагировать на них слишком эмоционально. Возникающие бурные эмоции можно будет утихомирить дыхательными упражнениями, а день следует провести спокойно в будничных делах и трудах. Не стоит начинать сегодня ничего нового. Продолжайте делать то, что начали, или завершайте начатые дела. Романтический ужин тоже вполне может быть кстати, но только в том случае, если ваши отношения построены на взаимопонимании. Что же касательно стрижки волос, то постарайтесь сегодня не делать необдуманных поступков и не стригите волосы. Стрижка не принесет пользы и, скорее всего, ухудшит состояние кожи головы. Всерьез подумайте об отмене записи к парикмахеру, иначе этот визит может привести к серьезным заболеваниям. Сегодня без особого ущерба вы сможете позволить себе нарастить волосы, но только лишний раз удостоверьтесь в качестве волос. И вечером, чтобы снизить напряжение, поваляйтесь в расслабляющей ванной. Не забудьте сделать питательную маску для волос и для лица. Окраска натуральными красителями отведет в сторону массу проблем. Также сегодня вы можете сделать прическу в виде нимба. Это активизирует вашего ангела-хранителя. Также сегодня, пожалуйста, остерегайтесь разлить молоко, потому что это не к добру. Реже и смотритесь в зеркало. Не случайно, что именно в этот день родилась примета о разбитых зеркалах. Вот такой, друзья, у нас с вами будет день на 13 декабря 2021 года.